Hare Kalovana Stevana Stevana Steva, that in Kali Yuga there's no other way. So if we should know something about Kali Yuga. Итак, мы с вами пели колонна Стева на Стева на Стева, что переводится как в Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. И в связи с этим нам было бы интересно, нам следовало бы немного почитать о том, что такое Кали-юга. Kaler dosha nane rajan hasti eka mahadguna kirtanadeva krishnasya mukta sangha parambaji. You know that one? That the Kali Yuga is an ocean of fault. Знаете этот стих? Он гласит, что Кали-юга это океан недостатков. We don't have to look very far to see that. You can look in the. Don't recommend it, but you can read the news, can watch CNN or any, anything. Чтобы понять это, далеко идти не надо, вам достаточно включить новости, CNN или другой какой-то новостной канал, хотя это, конечно, не рекомендуется. And too many people talk about it, blaming, the political party or the this, that, or that, but it's all just Kali. All the trouble. Caused by Kali. Yeah. They're just agents, they can't blame them. Зачастую люди, они ругают политиков или разные политические партии и так далее, но в действительности все они являются ничем иным, как проводниками Кали, его агентами. So in one sense it's the worst time, but then in another sense it's a special time because we get the special mercy of Lord Chaitanya. С одной стороны, это очень, очень неплохая пора, эпоха. С другой стороны, это очень благоприятная, потому что вы можете воспевать святые имена Господа. So the 12th canto, second chapter, has a description of Kali Yuga. Just an introduction. Chapter, yeah? Second chapter. Second chapter. Ага. Шримад Бхагаватам, 12 глава, 12 песень, глава 2 описывает признаки Кали-юги. Religion, truthfulness, cleanliness, tolerance. Which text? Text number 1. Text number 1. Религия, правдивость, чистота, терпение. Duration of life, physical strength and memory all diminish day by day. Милосердие, продолжительность жизни, физическая сила и память. Все они будут день ото дня ослабевать. Of course, they'll say people are getting stronger. We have, Olympic records being broken and stuff, but they don't know about Bhima and people like that. Да, они говорят, что вот в нынешний век люди становятся сильнее и сильнее, но они не знают о том, какая была сила прежде. Например, они, если бы услыхали о могуществе Бимы. We went to the museum in Jaipur, and there's one king. It wasn't very long ago either, and the king's dress was like this wide. His sword was 40 kilos. Мы были в музее в Индии, и в котором были выставлены личные принадлежности некого царя, который жил относительно недавно. Его одежды были вот такой ширины, меч его весил 40 килограмм. The computer memories are increasing all the time, but our memories are going down. Память компьютеров растет день ото дня, а наша память никоим образом не растет. And most people, we're always remembering something, but mostly everybody's remembering unhappy things. Мы стараемся. What they've lost and what they haven't gotten. Как бы мы ни хотели запомнить много всего, большей частью мы запоминаем самые неприятные вещи: утраты, потери, боль от всего этого. Truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, obviously finished. И как здесь сказано, правдивость, чистота, терпение, все это оно исчезнет. Duration of life also, but they give statistics like in America, average life, but they don't include abortions, they don't include only natural death when they calculate lifespan. They don't calculate all the wars and all these other things, only natural death. So it's a big farce. It's actually going down. Продолжительность жизни. Они говорят, что продолжительность жизни, согласно статистике в Америке, она увеличена,
но сами методы, которыми они проводят эти вычисления, они не очень на самом деле внушают доверие. Они, например, учитывают только естественную смерть. Они не берут в расчет аборты и прочие факторы. То есть, в действительности, продажа жизни ослабевает, уменьшается. But when we read this, we can see the accuracy of the Bhagavatam. Wealth alone will be considered a sign of man's good birth. Но мы можем это все увидеть, если мы будем читать Шримад Бхагаватам. И также здесь говорится, что богатство будет считаться определяющим признаком хорошего рождения. And law and justice will be only for those who have money and power. А справедливость и закон будут устанавливаться для тех, кто наделены властью. Men and women will live together merely because of superficial attraction. Мужчины и женщины будут жить совместно лишь по причине сиюминутного влечения друг к другу. Heard one of the boys from Bombay, he said, "Love at first sight, divorce at first fight." Sorry, Love at first sight, divorce. at first fight. Divorce at first. Это звучит на английски поэтически, но я переведу смысл, что любовь с первого взгляда, развод после первой ссоры. But that's the fact that now married even, but they live together and then they don't have to bother with divorce. Это, конечно, They figure they're going to get divorced anyway, so no sense making it legal, you know. Конечно, I don't know about this country, but конечно же, развод это удручающий факт, но сейчас появилось и иное явление, я не знаю, как в вашей стране это, но люди сейчас не разводятся, потому что они не женятся даже, они просто живут вместе и все, чтобы потом можно было просто разойтись без всяких. success in business will depend on cheating. А дальше описывается в Бхагаватам, что успех в делах будет зависеть от умения обманывать. And womanliness and manliness will be judged by one's expertise in sex. А насколько человек женственен или мужественен, будет определяться тем, насколько он сексуален. Like I see now, you know, they used to say the most beautiful man or the most handsome man or the most beautiful woman, right? Now they say the sexiest woman or the sexiest man. Прежде в былые времена говорили наиболее прекрасный мужчина или наиболее прекрасная женщина, сейчас говорят наиболее сексуальный мужчина. Такие титулы дают, наиболее сексуальная женщина. And one will be known by a Brahmin just by having a thread or a name, you know. Также в Кали-югу браманом будет считать того, кто просто носит шнур. A person's spiritual position will be judged by his external symbols. О духовном положении человека будут судить только по внешним атрибутам. And the same basis they'll change from one spiritual order to the next. И из одного духовного уклада в другой будет заключаться, переход из одного духовного уклада в другой будет заключаться лишь в их смене. If someone doesn't earn a lot of money, people wonder what's wrong with him. Если человек не будет достаточно зарабатывать, люди не будут ему доверять. One who's very clever at juggling words will be considered a learned scholar. А тот, кто умеет искусно жонглировать словами, его будут считать выдающимся ученым. То есть они жонглируют вот так словами, и люди думают, что да. The Mayavadis are like that. Майявади тоже такие. К их числу относятся. One big Mayavadi said, "I make a feast that no one can digest." It means that he can speak and no one understands it. It must be very great. Because he can't understand it, it must be great. Один Майявади, он речь... It's just words that don't have any meaning. That's why nobody can understand. Его речь была очень непонятна, вот он как бы разными словечками говорил, которые в целостности большого смысла не несли, но производил впечатление умного, потому что никто не мог понять. Они думали, ну раз непонятно, значит что-то умное. A person will be judged unholy if he doesn't have money. Человека будут осуждать, если у него нет денег. And hypocrisy will be accepted as a virtue. А лицемерие станет считаться добродетелью. Marriage will be just by verbal agreement. В брак будут вступать лишь по устному согласию. Not legal or religious or anything. То есть не будут не узаканивать по сводам государства, ни по религиозным обрядам. One couple in Greece, they were looking for an apartment, and all the landlords were surprised. "Oh, you're married?" He said, "None of the couples are married." Недавно мы встретили пару из Too much Греции, trouble. которая подыскивала себе жилье,
И вот все, кто предлагали им жилье, они, хозяева квартиры, были удивлены узнать, что, вы пара мужа и жена, то есть вы женатая пара. Сегодня, в нынешнее время почти никто не женится, чего это вы вдруг поженились-то? A sacred place will taken to consist of no more than a reservoir of water that's far away. Just go and take a bath and leave. На святое место они будут, то есть как бы смотреть как на обычный водоем. I was at Kumbh Mela one time and we were selling these little 2 rupee books, you know. Однажды вот на этом собрании Кумбамела, это фестиваль такой, мы там распространяли книги, которые стоили дешево 2 рупии. И там был некий человек, которому мы предложили книгу. Он сказал, знаете, у меня нет времени, я долгий путь проделал, чтобы здесь омовение сделать, знаете, из Дели, оттуда сюда ехал. Поэтому до Ришикеша доехал, а вы мне тут книги предлагаете. This one is very easy to see. Beauty will be judged by hairstyle. Вот это вы легко узнаете. О красоте будут судить по прическе. They call it beauty shop here? A haircutting place? Yes, we have. We have many countries, beauty shop. Beauty shop, салоны красоты. Hair coloring and где волосы красят. Hair dyeing, hair cutting. Там прически всякие делают, выпрямление волос там и так далее. Красота. Салон красоты это то, что где волосы. Purchase hair and wigs. Wigs. No. In Africa, the girls that wear wigs. Fake hair. Fake hair. Fake hair. Fake, yes. Imitation hair. Different colors. A little hat that's just, you know. Hat is a hat, fake. You don't know fake hair. Fake hair. Искусственные волосы, как парик, получается. Or it's real hair, but... I see. То есть волосы, да, вот как маточки будут знать. Наращивают, да, волосы, да? Да, вот все знают. It's very interesting. The men almost all shave head. And the women always put these ugly wigs on. Sometimes they have beautiful wigs. The rich ones have nice wigs. Да, говорит, обычно не очень красиво выглядит, если честно. Конечно, дорогие, наверное, выглядят те, которые богаче себе могут позволить, красиво выглядят, но в целом это не очень. The Tirupati temple, you know, people give their hair. They shave their head and give their hair. As a donation. Интересно, в храме Тирупати люди... Renunciation. So these women, village women, and they have beautiful hair, you know. So that hair is very valuable. And they... The temple makes $30 million a year selling the hair. Selling and making. I see. В Тирупати, в храме, в Индии, в Тирупати, люди, женщины, например, у которых длинные красивые волосы, они жертвуют в храм свои волосы. Зачем? Чтобы храм потом мог эти волосы продавать. Волосы очень высоко ценятся, оказывается, большим спросом пользуются. И How much is they earning? 30 million. $30 million. И это приносит им годовой доход в 30 миллионов. Можете себе представить только. Filling the belly will become the goal of life. Чревоугодие, то есть наполнение желудка, чревоугодие станет считаться целью жизни. One who is audacious will be accepted as truthful. А наглый человек будет считаться правдивым. That means someone will just say anything, you know, just fearlessly speak anything. People will think he's very great. Если это означает, что если человек будет отважно нести что угодно, люди будут считать, что он очень хороший человек. Not respecting anyone else. Вот. При этом он может никого не уважать. And a family man will be considered expert if he can maintain one child, one wife. А если человеку будет удаваться содержать хотя бы одного ребенка и жену, это будет считаться критерием успеха в семейной жизни. And the principles of religion will be observed only for the sake of reputation. И люди будут придерживаться принципов религии только для того, чтобы репутацию иметь. Like Krishna says, yajante nama yagnaste. I'll do some yagya in name only. Everybody will say I'm a great man. Кришна описывает такой менталитет в Бхагавад-гите, что я буду эту ягью делать, и люди станут уважать меня, чтобы все узнали об этом, и мой престиж, он рос. The earth becomes more crowded with corrupt population. А земли будут наводнять неблагочестивое население. Whoever can be the strongest will get political power. А те, кто будут наиболее сильными, они будут добиваться власти.
and losing wives and properties to avaricious, merciless rulers. Лишившись жен и имущества из-за алчных и немилосердных правителей, They'll become like thieves and they'll just run away to the forest. люди, они будут вести себя не лучше обыкновенных воров и будут сбегать в горы и леса. Harassed by famine and excessive taxes, people will resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers, and seeds. Измученные голодом и чрезмерными налогами, люди будут есть листья, коренья, плоть, дикий мед, плоды, цветы и семена. Citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain, and snow. Подданные будут сильно страдать от холода, ветра, жары, дождя, снега. They will be further tormented by quarrels and hunger and thirst and disease. Кроме того, их будут мучить раздоры, голод, жажда, болезни, невыносимые тревоги. And severe anxiety. Невыносимые тревоги. That's considered now the biggest disease in the world is anxiety. И сейчас было признано, что наиболее распространенной болезнью является эта депрессия, стресс, And they're predicting there'll тревоги. be like a plague practically of sickness, physical sickness caused by anxiety. И они как бы это предрекают, что в смысле вот эти состояния беспокойства, они будут приводить к физическим болезням. And the strange thing is that many, it's not anxiety, like that there's a war or something like that for many people. It's not an anxiety. It's not just, Yes. It's not just that, or they're poor, but they're worried they don't have the proper haircut or the proper clothes or something, and they're so distressed, worried. И знаете, что самое Nobody удивительное? likes me. I don't have the right hair. I Что don't have the right perfume. в I don't have the тревогу, right spectacle. People are really concerned like that. что в Pressure. тревоге и депрессию людей вгоняют не такие вещи, как наличие войны на этой планете или прочие какие-то серьезные вещи. Они впадают в тревогу и депрессию от того, что волосы у меня не такие, там, я никому не понравлюсь, у меня нету там, не знаю, того или иного, там, у меня очки не такие, там, или какие-то вещи не такие. То есть люди из-за таких пустяков впадают в эти тревоги. The maximum duration of life will be 50 years. That's later on, but it's getting there. Максимальная продолжительность жизни для людей Кали-юги будет 50 лет. Это будет позже, но мы к этому идем. I remember when I was in high school, I guess. Помнится, когда я еще учился, I didn't like to read the newspaper. мне не нравилось читать I would read газеты. the sports and the comics. Я лишь читал, вот где I описывались didn't like новости news. спорта и I'm trying комиксы to give it up всякие. again, but sometimes I would read what they call the obituary. All the people that died. Long list of all the people that died. Иногда новостей я не читал, иногда я лишь читал, у них публиковали список людей, которые вот за этот период, наверное, известных людей, если мне предположить, за этот период скончался. And I remember being surprised, that so many people died were very young. Children, 20 years old, because somehow you had the idea that old people die, so there's no problem. But then in real life, you read about the people that died, and all kinds of people are dying. И я часто был поражен тем, что в списке вот погибших людей, которые скончались, там были не только старики, там было очень молодых людей. Обычно привычно думать, что старики умирают, но там столько Scripture is trying to tell people, we have no guarantee how long we're going to live. Именно поэтому шастры, явленные Писания, предупреждают нас, что нет никакой гарантии, что вы будете жить долго, проживете долгую жизнь, доживете до People глубокого. think, I'll worry about religion when I get older, Мы думаем, что after I have a heart attack or something. о религии я подумаю там ближе к старости или после того, как перенесу сердечный приступ. The bodies of all creatures will become much smaller. Тела всех живых существ значительно уменьшатся в размерах. So-called religion will be mostly atheistic. А так называемые религии в большинстве своем будут атеистичными. Like in some countries, you write down what is your religion.
When you enter to the country, you mean? No, I don't know if you're a Нет. citizen. Ну, Like in Israel, you have a card. You know, you're a Jew or you're Muslim. Как в It's некоторых better to be Jewish there for jobs. Как в некоторых религиях они ведут учет, как бы, и вы заполняете, какой религии вы придерживаетесь. Там они могут вам еще в карту, да, это какой-то But план normally you would заполняете. say, you know, Catholic, Muslim. In England, you can say atheist. Ага. It's a religion. It's a religion. И вот там They вопрос have такой, Sunday meetings. какой Talk какой about how религии there's вы no, they talk придерживаетесь? about God more than anybody else, because how there's no God. Какой религии вы придерживаетесь, и там дается список, из которого вы можете выбрать, поставить как бы галочку, вот в нужный вариант вы указываете. Католик, православный, там, иудаизм, и следующий атеист. То есть они внесли атеизм в список религии, знаете, как если это была бы религия, наверное, они собираются по воскресеньям, но они сходки бывают, где они обсуждают, говорят о Боге, говорят о том, что его нет. Occupations of men will be stealing, lying, and needless violence. Для людей основными занятиями станут кража, ложь и бессмысленное насилие. Social classes will be all low-class Sudras. Все общественные уклады опустятся до низшего уровня шудр. Cows will be like goats. Коровы будут размером с козу. Sometimes we see that kind of. They have small cows too. Иногда мы можем увидеть, есть такие сорта коров маленькие. Varnashram society will be ruined. Система варнашрама будет разрушена. Spiritual hermitage will be just like ordinary houses. Духовные обители, то есть имеется в виду вот места, где собираются для духовных, знаешь, храмы там и так далее, они будут не лучше мирских домов. Families will become very small. Семьи будут более малочисленны. They call America nuclear family. It's just a husband and wife and one or two children. They don't have any other family around. Yeah. Они называют, что семья, вот это ячейка общества, If they do, they ячейка. live in some far away. И вот в этой понятии ячейки семьи, они включают только мужа, жена и одного ребенка. То есть понятие, что вот другие родственники, все это семья, оно как бы отходит уже. I know devotees that, you know, that come from, in Thailand we have a lot of Nepali. Many, they have like 8 or 9 brothers and sisters. But they have one child each. Yeah. Я знаю одних преданных, они из Таиланда. It's not sustainable. Вот. Говорит, их там 7-8 братьев и сестер, то есть большая семья, а не один ребенок, как вот в Америке и так далее. Но что интересно, что теперь вот у этих 7-8 братьев и сестер у каждого всего лишь по одному ребенку уже. Они уже не заводят такое большое количество детей, потому что они не могут себе позволить осилить материально поддерживать. China had that law for a while, one child. А в Китае вообще на уровне закона ограничено количество детей одним ребенком. But if you pay a tax, you could have another child. Но вы можете обзавестись вторым ребенком, если будете платить соответствующий налог. But they changed that law because they need people. А вот после того, как им понадобилось дополнительное количество людей, населения, они взяли и отменили этот It's закон. like we want to make new devotees, you know. Это как у нас, если мы хотим увеличить I'm happy количество when new преданных. people come. Да, вот они то же самое. So plants and herbs will be small, trees will get smaller, clouds will be full of lightning but no rain. Деревья станут карликовыми, в облаках будут сверкать молнии, а дожди не будут лить при этом. The Supreme Lord will appear and acting by the power of Spirit, He will rescue eternal religion. В это самое время Верховная Личность Бога явится на земле. Силой действия, чистой благости Он спасет вечную дарму. Kalki will come. Калки не зайдет, Верховный Господь. He'll have a fast horse named Devadatta. Вот он будет на этом белом коне. And he'll travel all over the earth showing 8 opulences and unequaled and kill all the thieves who have dressed as kings. И вот он будет оседлать своего быстрого коня Девадату и с мечом в руке обойдет землю, проявляя свои 8 мистических совершенств и 8 особых божественных качеств. That's a long time off. You know.
Вот, и излучает сияние, и он 400,000. уничтожит на своем пути миллионы We воров. shouldn't think we should wait around for that. We should try to. Это случится не скоро, не надо этого ожидать, и вот нам с вами пока. And Satya Yuga will start again. И после этого вновь It's all начнется predicted exactly when and where and how. Сатья-юга, и здесь предсказано, где и когда все это будет. Giving a lot of scientific information. Здесь много научной информации, точной информации. The Supreme Lord Vishnu, when Krishna was present, Kali was there, represented weakly, but couldn't really act. But as soon as Krishna left, В действительности, когда Господь Кришна присутствовал на этой земле, Кали уже был здесь, но он не мог проявить свое влияние из-за присутствия Кришны. Как только Кришна покинул эту землю, Кали тотчас же набрал мощь. the day Krishna left, that's when Kali Yuga began. Как только Кришна покидает эту землю, Кали-юга начинается. But after Kali Yuga, Satya Yuga will come again. Но после Кали-юги вновь наступит Сатья-юга. So this Bhagavatam has described so many things in detail. Итак, в Бхагаватам описано столько всего, и все это описано с такой подробностью. There's two kings living on earth now that have been living since time of Krishna, and they'll live and then finally they'll repopulate the earth. They're living in disguise now. Есть два царя, которые сейчас они здравствуют, они живут на небесах, и вот они будут теми, кто после этого они как бы восстановят население земли. So even though a person's body may be called king, Sorry? even though your body may be called king or queen or president or whatever, И пусть даже ваше тело, то есть к вашему телу будет обращаться как к царю, президенту или неважно, к какой-то уполномоченной личности. later it will be stool or worm or ashes. То есть кем бы вы ни было, ваше тело сейчас, в конечном счете оно превратится просто в прах, и вот оно Depending on what they do with the body. в пепел там, или в испражнение, то все зависит от того, что как бы в гниль, все зависит от того, что как бы с вашим телом делают после Burn it, смерти. you just have some ashes. То есть если его сжигают, Throw it in the пепел. river, throw it, bury it somewhere. То есть, Or if you bury it, then the worms eat it. а если его хоронят, оно становится пищей для червей. And if you're a Parsi, a Zoroastrianist, they just let the vultures eat it. It becomes vulture stool. Zoroastrians. Yeah, who eats The vultures. Vultures. vulture? Your great birds. Vultures. Great wolf. I see, I see. А вот если вы придерживаетесь зороастризма, то есть они просто Do you have that выбрасывают... tower? And Yes. Yes. I saw in Bombay that tower. Ну, yes, да. Выбрасывают они это... They just put the dead body up in this tower, and these birds are always going around it. Если вы придерживаетесь, да, я знаю, если вы придерживаетесь зороастризма, Then when they то put a body there, then they just eat it really у quick. них есть, практикуется такое, They're very помещают fast. на башню, помещают тело усопшего, и стервятники уже это место знают хорошо, они крутятся там, и как только там появляется тело покойника, они сразу схватывают, набрасываются на него и поедают его. Стервятники. So then, these kings who tried to enjoy the earth by the strength were reduced by the force of time to nothing more than historical accounts. The kings that were big kings, after a while their name might be in some history book, and after a while it's not even there anymore. Все, что остается от великих царей, это всего лишь имена, которые написаны в книгах, а пройдет время, и вот этих книг не будет, и их имена все позабудут тоже. Nowadays, in America, a lot of people don't even know who the president is now, what to speak of previously. Знаете, сегодня можно столкнуться в Америке They know who's a football star or something, с таким movie явлением, star. что
люди не знают даже, кто является нынешним президентом, не говорю же о прошлых президентах или о царях и так далее, но что они знают там имя какого-то знаменитого футболиста, а все остальное их в жизни в принципе не интересует. So then there's a nice chapter called the Bhumi Gita. This is the next chapter. Yeah. И следующая глава, она очень тоже интересная, она называется Bhumi Gita. It's Bhumi speaking. То есть это речи, произнесенные Бхуми, землей, Mother Earth. матерью землей. You know, so she witnesses so many things. И она становится свидетелем стольких вещей, событий. The earth said, she laughed, to just see these kings, they're just playthings in the hand of death, but they want to conquer me. From which text you Chapter started? 3, From which text you started reading? Text From the one. first one. Text one. obviously. Yes. Земля, она сказала, Could только, start with 2, I guess. только взгляните, как эти цари, которые всего лишь игрушки в руках смерти, желают подчинить меня себе. The great leaders of men, even they meet with failure and frustration because of lust. И даже самые мудрые правители из-за материального вожделения потерпели на своем пути неудачу. They put great hope and faith in the body. Они возлагают великую надежду и веру на мертвый комок плоти, называемый телом. Kings and politicians think, first I will conquer my senses and mind, then I'll subdue my chief ministers, and then I'll get rid of my advisors and citizens. Цари и политики воображают, сначала я одолею чувство и ум, затем подчиню моих главных министров, советников, подданных, друзей и родственников. They fail to see death waiting. Они даже не замечают, что рядом притаилась смерть. After conquering all the land on my surface, they'll go in the ocean to try to conquer the ocean. И после того, как я завоюю все земли, я вторгнусь в океан и завоюю океан. What is the use of self-control if it's aimed for political exploitation? They work really hard to get position, power. Самоконтроль, Control their senses and struggle and give up sleep, but the motive is all wrong, so they suffer. То есть они будут заниматься самоконтролем, то есть спать мало там, или отказываться от чего-то, но все это будет совершаться не ради духовного блага, а ради корыстных целей, то есть мирских, бессмысленных. She says, even though in the past many men and their descendants have left, leaving this world the same way they came in, still foolish men try to conquer the earth. И вот Земля продолжает, она говорит, хотя в прошлом многие великие люди и их потомки оставили Землю, покинули этот мир в том же беспомощном состоянии, в котором и пришли в него, но и сегодня глупцы пытаются завоевать меня. For the sake of conquering me, materialistic persons fight one another. Ради того, чтобы захватить меня, привязанные к приходящему люди сражаются друг с другом. Fathers oppose their sons. В жажде власти отец встает на сына и брата. Brothers fight with one another. Братья между собой Political сражаются. leaders challenge, this land is mine, it's not yours. Правители бросают друг другу вызов. Вся эта земля моя, а она не твоя, убирайся. It's always happening, claiming that 1,000 years ago as my ancestor had this country, so now it should be mine. Вот это то, что мы постоянно наблюдаем сейчас. Они говорят, видите ли, 1000 лет назад эта земля принадлежала там таким-то моим предкам, тому-то и так далее, поэтому эта земля сейчас вновь должна стать моей. She lists off a long list of former kings and famous И затем мать Бхуми, Bhagavatam history. она приводит длинный список всех этих царей, которые в прошлом жили. They had great power, they controlled, so many people, but Что они были наделены таким большим могуществом, покорили стольких. they were subject to time and they're finished. Но неумолимое время, оно все они были подчинены неумолимому ходу времени. So Sukadev says, I told you now all these things. И Шукадева даже говорит, что я поведаю тебе обо всех этих царях. To try to make you understand that devotional service is the real thing.
Вот. Но моей истинной целью является это преподать себе трансцендентное знание, научить себя отрешенности. So a person who wants pure devotional service to Krishna should hear the narrations of Krishna's glorious qualities. И он дальше говорит, человек, стремящийся к чистому преданному служению Кришне, должен слушать описание прославленных качеств Господа, постоянное воспевание которых уничтожает все неблагоприятное. The devotee should engage in such listening in regular daily assembles and also continue hearing throughout the day. И такое слушание и памятование должно сопровождать преданного постоянно. Like that's why we have class every morning. We're supposed to be reading the books. And if we want to get to Krishna, we just got to hang on there. Вот почему мы got to ride the get on the train, you know. Каждый день утром у нас есть лекция, вечером, и мы ожидаем, что мы должны в течение дня с вами читать книги. Это то, что нас выведет туда. То есть, если мы хотим достичь цели, то мы должны заскочить вот в этот поезд, который ведет нас в нужном направлении. И этим является вот это слушание повествования о Кришне. So Prabhupada says, my dear Lord, how can persons living in Kali Yuga rid themselves of contamination of this age? Please explain it. И царь Парикшит, он спрашивает, очевидно, Шукадева Госвами, мой господин, как смогут люди, живущие в эпоху Кали, оградить себя от накапливающейся скверны этого века? О великий мудрец, пожалуйста, объясни мне это. This is getting to the end of the Bhagavatam, so he's asking to go over everything again. Это на Make самом деле конец Бхагаватам, последние песни, и поэтому Парикшит Махарадж вроде бы все снова спрашивает, чтобы подытожить. Please explain the different ages and the qualities and the movement of time and all these things. Он говорит, пожалуйста, расскажи о различных эпохах, вселенской истории, особых качествах каждой эпохи. So he says, in such a yuga, everything was really nice. И Шукадева Госвами говорит, что в Сати-югу в действительности все довольно замечательно. Truthfulness, mercy, and austerity and charity were solidly fixed. Что правдивость, сострадание, аскетизм и милосердие, они как бы были твердо проявлены. And everyone was looking for spiritual perfection. Люди были самоудовлетворены, и все стремились к духовному совершенству. And in Treta Yuga, all the religious activities are reduced. А в Трета-югу уже каждая нога религии, она постепенно начинает ослабевать на 1/4. Lying, violence, and quarrel, and that comes in. И уже входит вот в силу ложь, насилие, неудовлетворенность, раздоры. Treta Yuga, they're not so bad, but they're doing ritualistic activities. Все не так уж и плохо еще в Трета-югу, потому что совершаются религиозно-ритуальные деятельности, ее придерживаются. By then there's 4 different classes, but mostly Brahmins. Sorry? There's 4, in the Such Yuga there's only Brahmins? not even Brahmin, like, you know, Paramahansas in the beginning. В начале Сати-юги, к примеру, население You Земли don't have to составляет... work or do anything. You don't have to farm, everything just grows automatically. Живут в основном парамахамсы. И нет необходимости в других укладах на самом деле варнашрамы. И они не занимаются работой какой-либо, ничего не выращивают. Они питаются тем, что просто само по себе растет. But gradually it's changing, and in Treta Yuga they get the 4 classes, but mostly Brahmins. Но постепенно ситуация меняется, обстоятельства меняются, и уже в Трета-югу должны быть проявлены 4 уклада жизни, но преобладают, тем не менее, в Трета-югу браманы все же. In Dwapara Yuga, the religious qualities are down by half. Вот в Двапара-югу религиозные качества, то есть это аскетизм, правдивость, сострадание, милосердие, ослабевают наполовину. And people are good, and they're doing a study of the Vedas, and have a lot of opulence, they have big families. И люди, они в принципе тоже благородные. Они посвящают себя изучению вед, владеют огромными богатствами, содержат большие семьи. And Kshatriyas and Brahmins are most.
И вот наиболее из 4 классов самые многочисленные бывают уже браманы и вдобавок кшатрии. Kali Yuga, only 1/4 of religious principles are still there. В Кали-югу же от религиозных принципов остается лишь четверть. And it's going down by the Но даже new вот religion. эта четверть, она будет постоянно ослабевать. People are greedy, ill-behaved, merciless. Люди будут склонны к жадности, отличаться дурным поведением, немилосердны. They fight with other without any good reason. И будут враждовать друг с другом без веской на то причины. They're unfortunate and possessed with material desires. Несчастные они будут и будут обуреваемы материальными желаниями. And they're mostly sudras. И практически все это падшие шудры. We see that so much fighting and between countries even. They don't really know why they're fighting. Мы можем быть тому Especially political свидетелями. parties, you know, they're both supposed to be interested in the country, but they just fight just because they're in different parties. They don't care, even if, in America anyway, one party, you know, they have a good idea, but the other party will be against it, just in principle. Then if they knock the other party out, they'll do the same thing. Say, look what they did. And if they do something wrong, they'll put the other party in and blame them. It's just a trick. Мы можем видеть, наблюдать это сегодня, как люди враждуют друг с другом не из-за чего, ведутся войны между странами, и население даже не знает вообще из-за чего война между этими странами, население этих стран даже не до конца понимает. Есть еще хуже, люди даже внутри одной страны воюют друг с другом не из-за чего, как в Америке мы можем наблюдать, к примеру, в том числе партии, две партии противоборствующие. И если одна из них, они вместе должны принять какой-то законопроект, одна партия предлагает какую-то идею, какой-то закон, который на самом деле хороший, а другая из принципа, не по сути, потому что она против, а из принципа против этой партии, не дает этому закону пройти. И те делают наоборот, потом с этими и так далее, вот такие вещи происходят. То есть люди враждуют не из-за чего. Different ages. Kali Yuga is a predominance of cheating and lying and laziness, sleepiness, violence, depression, lamentation, all the things that are in the news all the time. И вот дальше, далее он описывает качества, которые преобладать будут в разные эпохи. И вот насчет Кали-юги здесь сказано то, что мы с вами каждый день можем и наблюдать. В Кали-юге будет преобладать обман, ложь, лень, сонливость, насилие, депрессия, скорбь, беспорядок, страх, нищета. I had a peaceful flight coming here because this China Airlines, they didn't have any movie screens on the seat. They just had some little one you couldn't see. Моя поездка сюда на самолете, я летел, у меня был довольно спокойный полет, потому что у них не было вот этого телевизора, я китайскими авиалиниями летел. But on many airlines, every seat has a movie, you know. So every time you look up, there's mostly violence, just total crazy violence, you know. Whether it's monsters or, you know, old creatures. Yeah, old wars or it's, you know, Iron Man or something. It's just total. Говорит, но многие авиалинии, почти все, у них в самолетах практически на каждом сиденье установлен телевизор, и вот каждый раз, когда вы взгляд туда бросаете, вы видите фильмы, которые полны насилия, всякие монстры, всякие какие-то железные там Iron Man, железные люди или войны прошлого, и невообразимое насилие, они сносят. Blowing up cities. Они сносят до основания целые города, то есть вот это показывается. Things that never happen, you know. Причем те вещи, которые не случатся, то есть реальные города нынешнего, они показывают, как сносятся. But violence is in everybody's mind. Но вот насилие, оно воцарилось в умах всех. So, but Kali Yuga has this great quality that simply by chanting the holy name of the Lord, you can get to topmost. Но Кали-юга, оно имеет одно очень возвышенное качество, что просто воспевая святое имя, вы можете достичь Бога.
Because of Kali Yuga, human beings will become unfortunate, gluttonous, lustful, and poverty-stricken. Sorry, could you kindly? The women becoming unchaste will go from one man to another. Женщины, они будут нецеломудренны, бегать от одного мужчины к другому. The Vedas will be contaminated by speculative interpretations of atheists. Веды будут осквернены спекуляциями, которые будут приносить туда атеисты. So-called priests and intellectuals be devotees of their belly and genitals. А вот так называемые священнослужители, они будут только чревоугодством заниматься. Brahmacharis will fail to execute their vows. Брамачари, они не смогут следовать своим обетам. Householders will become beggars. Домохозяева будут словно нищие попрошайки. Vanaprasthas will live in the villages. А ванапрастхи будут жить в деревнях. And sannyasis will become greedy for wealth. А саньяси будут жаждать богатства. Women will become much smaller in size. Женщины, их тела станут в размерах меньше. And they'll eat too much. И они будут Have more переедать. children than they can take care of. И обзаводиться детьми большими, в количестве которых они могут поддержать. То есть больше детей заводить будут, чем And могут. they'll always speak harshly. И будут говорить в очень грубой манере. Businessmen will engage in petty commerce. And earn money by cheating. То есть будут зарабатываться деньги обманным путем, а бизнес будет предполагать деятельность, которая несет тяжелую карму. Servants will abandon a master who lost his wealth. Слуги будут покидать своих хозяев, которые лишились богатства. And masters will abandon an incapacitated servant. Хозяева будут в свою очередь отрекаться от своих слуг, которые потеряли работоспособность. Even if he's been a good servant for a long time. Даже если на протяжении долгих лет до этого тот был замечательным слугой и служил верой. Cows will be killed or abandoned when they don't give milk anymore. Коров станут убивать после того, как те перестанут, когда у них кончится молоко. Kali Yuga men will be wretched and controlled by women. Мужчины Кали-юги будут контролироваться женщинами. And they'll reject their own family, brothers and relatives. И ради женщин они готовы будут отринуть свои семьи, братьев и так далее. Uncultured men will accept charity on behalf of the Lord and earn their livelihood by making a show of austerity. Некультурный человек, он будет принимать пожертвования от имени Бога и устраивать вот это религиозно-показное шоу. Wearing a mendicant's dress. Sorry? They're dressed like a monk. И то есть при этом они будут носить одеяние монахов. That's becoming in America a problem. These people, they just dress up like monks. They say they're Buddhist monks or something, and they go begging. They're all over the place. Это целая проблема, говорит, в Америке. Люди одеваются в одежды монахов, говорят, что вот мы монахи-буддисты, и ходят повсюду и клянчат деньги. Anyway, it goes on, but the good thing is that Но это все, конечно, мы видим, но есть хорошая вещь. people won't protect their elderly parents. Нет, сейчас нет, он говорит, еще продолжается. Люди не Only будут care about заботиться, themselves. не будут заботиться о своих престарелых родителях, только о себе думать. There'll be so many atheists. Будет столько атеистов. So chant the holy name, that's the conclusion. И какой делается вывод? Воспевайте святые имена. But if one hears about, glorifies, meditates, worships or offers great respect to the Supreme Lord, Но если человек, он будет поклоняться, выражать почтение Господу, the Lord will remove from his mind the contamination from many thousands of lifetimes. Господь, Он очистит его ум от скверны, которая скопилась там за множество тысяч жизней. It's like fire put in, gold put in a fire gets purified. So Vishnu in the heart purifies the devotee. Подобно тому, как золото, помещенное в огонь, оно плавится и очищается от всех примесей, точно так же Вишну очищает сердца своих преданных. So then we get this verse, Kalir Dosha Hare Raja.
И вот наконец мы подходим к Ocean of стиху, fault, but there's one great quality. что да, Кали-юга это океан недостатков, но есть одно хорошее качество. Simply by Krishna Kirtan you can get all of them. Просто благодаря Кришна Киртану вы можете достичь всех совершенств. So keep chanting more and more. We're very fortunate to have this Maha Mantra. Поэтому помните о том, насколько мы удачливы получить эту Маха-мантру и воспевать ее больше и больше. We should never take it for granted. We should be thanking Krishna all the time. Thank you for letting me chant. Никогда не принимайте этот процесс воспевания как нечто само собой разумеющееся. Всегда благодарите Кришну за то, что получили эту возможность. Actually, we're not chanting. Krishna is dancing on our tongue. That's a very phenomenal thing. But Очень удивительная Krishna is вещь, dancing on the tongue. удивительный момент, что это не мы, в действительности не мы сами We don't do воспеваем. shit. We're not doing anything. Krishna Мы is ничего не benedicting. делаем. На самом деле Кришна снисходит на наш язык и танцует там. То есть мы не воспеваем, Кришна снисходит на наш язык и танцует. Because of the causeless mercy he extends in Kali Yuga. Это его беспричинная милость, которая проявляется в Кали-югу. You're the most merciful. You came to save the fallen, so save me, you know. Как мы пели сегодня с вами, Патита Павана Гету, ты самый спаситель самых падших, снизошел в Кали-югу, спаси, пожалуйста, меня. So it's nice that so many here. I see lost a few because it's getting late, so thank you very much. Также становится поздно. Спасибо вам огромное за ваше внимание. You're welcome to try to come tomorrow morning for class, tomorrow afternoon for Govinda Maharaj will be here. Мы приглашаем вас на завтра на утреннюю morning lecture and afternoon lecture, Yeah. на утреннюю лекцию, а также днем Regular будет Sunday лекция. program in the morning. And То есть, как обычно, воскресная программа у вас бывает, в это время вы можете приходить в лекцию Говинда Мараджа, и утром вы можете прийти. so when we dance and chant, purifies the earth by the feet of the devotees. When you put your hands up, you purify the heavenly planets. И помните, когда вы танцуете, подняв, воздев руки к небу, вы очищаете небеса, а своими стопами вы очищаете землю, касаясь к ней, танцы Киртана. Cleansing away all the dirt accumulated for millions of years in the heart. И вот скверно скопившаяся в нашем сердце за миллионы жизней, она вся уходит. All right, so how do you say thank you? Spasibo, we can say that, right? Спасибо, вы говорите, да? What do you say in the Azeri? Чох сагол. Чох сагол. Чох сагол. Okay. So Kali Yuga ki jai. In other ages, if you think of a sinful reaction, you get some karma. If you think of a sinful activity, you get karma. Знаете, в иные эпохи, просто подумав о чем-то греховном, вы уже получали за это последствия кармические. And to get credit for pious activity, you have to actually do it. А для того, чтобы получить последствия благочестивого, чего-то благочестивого, вы должны были на самом деле его совершить. But in Kali Yuga, if you just think of the sinful activity, you don't get karma reaction. But it's not a good idea because your mind will become. В Кали-югу, если вы думаете о чем-то плохом, последствия не получаете, но это не то, что вам надо, стоит это делать. Advertisements for it are everywhere. Sorry? Advertisements for it is everywhere. That you must do this. This is everybody else is doing it. В Кали-югу сейчас даже везде вот рекламируется греховная деятельность, чтобы вы, которая вас подталкивает к тому, чтобы вы ее совершили, да, везде все это развешено. But if you just think of doing some good, you get benefit. Вот это было насчет того, Even if если you can't do it. ничего не будет, если вы So but if you подумаете keep о thinking греховном, of doing it, но если вы подумаете о чем-то благочестивом, вы получите хороший thinking, результат. feeling, and willing, eventually you do it. И интересно, что если вы будете, но не надо думать Just об keep этом. thinking, I'll do it, I want Krishna, I want to chant all the time, I want to, be with devotees, and Krishna will arrange everything. Если вы думаете о чем-то, рано или поздно вы начинаете делать это. Поэтому вместо того, чтобы думать о чем-то греховном, думайте о том, что вы хотите служить Кришне, что вы хотите достичь Кришны. И тогда это перейдет на уровень действия. Кришна устроится таким образом, чтобы это произошло в вашей жизни. So take advantage of, this special, especially this
particular time when Lord Chaitanya's movement is present, and it's not in every Kali Yuga that we have this kind of Sankirtan. Поэтому не упускайте эту возможность, воспользуйтесь ею. Господь Чайтанья пришел и даровал нам этот путь. Не в каждую кали-югу это дается на самом деле. And Lord Chaitanya's appearances very recently, we still have all the history and the places we know, you know. И на самом деле приход Господа Чайтаньи был совсем недавно. Мы можем до сих пор, вот мы сейчас можем видеть все эти места, где он являл свои деяния, мы можем посетить их и Then we had видеть the все это. special mercy of Srila Prabhupada that actually gave the holy name all over the world to anyone and everyone. И, конечно же, это была особая милость Шрилы Прабхупады, что он донес святое имя Господа по всему миру каждому. So there's no one that's not qualified. There is no one. No one is not qualified. Да. И никто не является Unless they just неквалифицированным. refuse. То есть никакой квалификации не надо иметь. Nobody's past sinful life or birth or anything makes any difference. Anyone. Не имеет различия, какая у вас была прошлая жизнь, сколько грехов вы накопили. До тех пор, пока вы сами не отринете этот путь, ничто не мешает вам принять. Saint Francis, the famous Saint Francis in the Roman Catholic, he said, if God can use me in his service, he can use anyone. Как могу привести пример слова святого Франциска из католицизма. Он сказал, если Бог смог использовать даже меня в служении себе, то сможет каждого. Inspire so many people. И таким образом он пытался вдохновить людей, он вдохновил многих людей. Krishna once asked Yudhishthira to go find a person better than himself. Однажды Кришна попросил No, worse than himself. Юдхиштиру пойти и найти личность, которая была бы хуже, чем он, на его взгляд. Yudhishthira came back and said, I couldn't find anybody. Проведя в поисках какое-то время, Юдхиштира вернулся обратно и сказал, знаешь, я не смог найти никого. He asked Duryodhana to find somebody worse than himself. Когда же Дурьодану попросили, someone better than himself. а Дурьодану попросили найти кого-то, кто был бы лучше, чем он. Duryodhana couldn't find anyone better than himself. Дурьодана вернулся и сказал, что я He не found смог something wrong with найти everybody. никого лучше себя. В каждом есть какой-то порог. So, the different kinds of people, you know. So the preachers, we can find everybody especially qualified to be a devotee. Это совсем разные подходы, That's what Prabhupada разные could do. люди. И We don't say, проповедники. no, not this one, not that one, no, this one's too short, too tall, you know, as a Muslim. You know. Just, he's a spirit soul, he can be a devotee if we beg Krishna to help him. Но проповедники, такие как Шрила Прабхупада, они могут найти, почему каждый достоин для того, чтобы стать преданным. Мы проповедуем, можем смотреть, к этому не подойдем, он слишком худой, а и к этому тоже не подойдем, он слишком толстый. Но Шрила Прабхупада и другие проповедники, они видели, он духовная частица, душа, и это делает его квалифицированным для того, чтобы стать преданным, достойным для того, чтобы принять служение. Srimad Bhagavatam ki jai. And we call this Iran now Ilavriti Desh. Ilavrita Desh. That was one of the old names of the earth. Ilavrita. Илавр это одно из имен, как раньше It's a называли very old Землю. culture, Persian culture. Персидская культура, она очень древняя. Okay. Hare Krishna. Thank you. Spasibo. Whatever that other word is. Solid. We show the people in a minute. Сейчас мы покажем всех вас. So the internet and the battery lasted. Evo. Very good. Everybody, hands up. Все руки воздвиньте And chant. и воспевайте. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh, Hare. Bindu Madhava. Hare Krishna, Nada Hari. Hare Rama, Rama
Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,